Слушай внимательно, любимое дитя. Бог говорит сейчас, и Его голос ревет сквозь бури вашей жизни. В этот самый момент, когда вы слышите эти слова, божественный указ распространяется на ваш дом, ваш банковский счет, ваши руки, ваше сердце. Бог сам двинулся, действовал, готовился не завтра, не когда-нибудь, но сейчас. А чудо из деньги, из богатства, сверхъестественного избыток разворачивается в невидимом мире, мчась к вам со святой скоростью. Не отворачивайтесь. Не сомневайтесь. Если вы уйдете до конца этого сообщения, вы пропустите момент, когда небеса сталкиваются с вашей землей, когда ваша история разделяется на две части, день, когда вы перешли от выживания к переполненной. Оставаться. Оставайся до последнего вздоха этого слова, потому что у меня, Господа Бога твоего, есть что-то открыть, что распахнет двери трансформация. Вы молились, плакали и почти перестали верить. Вы, кто наблюдал, как счета складываются жестокой стеной. Вы, почувствовавшие тугую петлю долги задушить свой сон, свои мечты, свою радость. Вы, кто шептал молитвы дрожащими губами, прессию лишь достаточно, чтобы оплатить следующий счет за электричество, следующую арендную плату, следующую еду на столе. Бог видел тебя. Я не оставил без внимания твои слезы. Я не прошел мимо твоих криков. Тяжесть, которую ты несешь, никогда не была для меня невидимой. Мое присутствие был там, когда вы держали в руке последнее уведомление. Мое руководство был с тобой, когда ты думал, что больше не осталось дверей, в которые можно было бы постучать, и не осталось друзей, которым можно было бы позвонить. Сегодня цикл дефицита начинает заканчиваться. Сегодня волна финансы обернется в вашу пользу. Сегодня двери тюрьмы нужды распахнуты могучей рукой царя царей. Дитя мое, оставайся со мной до конца этого послания, потому что, прежде чем ты закончишь слушать эти слова, ты без тени сомнения узнаешь, что изменять не только придет, изменять здесь. В духе это уже началось. Ваша жизнь вот-вот разделится на «да» и «после». До сегодняшнего дня, ночи страха, утра отчаяния, бесконечное беспокойство за свою жизнь. Банковский счет истекает кровью быстрее, чем ты успеваешь его спасти. После сегодняшнего дня шлюзы избыток, божественные вклады на ваш счет, внезапные проверки, неожиданные контракты, лотерея небеса высвободят в ваш дом богатства, которые, как вы осмелились поверить, предназначались для всех остальных, но не для вас. Услышь меня, вера – это ключ. Доверять – это ключ. Без него вы будете стоять у двери и никогда не войдете. Но если вы осмелитесь поверить мне сейчас, и если вы останетесь сердце открыто, уши наготове, дух широко растянут, вы увидите чудо, и это заставит замолчать каждый голос, который когда-либо говорил вам, что вы слишком опоздали, слишком бедны, слишком сломлены, чтобы получить благословение. Вы не являетесь ничем из этого. Ты моя. Я подготовил деньги для тебя. Да, много денег, больше, чем вы знали, о чем просить. Это не потому, что ты просил. Это не потому, что вы выступали. Это потому, что ты мой возлюбленный, и я рад дарить хорошие подарки моим детям. Так же верно, как восход солнца, я пролью дождь богатства на тех, кто доверяет моему слову. Я умножу твои семена, я аннулирую твои долги, я наполню твой стол таким переполнением избыток, что даже враги твои будут вынуждены засвидетельствовать, что Господь был с тобой. Даже сейчас, пока вы слушаете, транзакции выравниваются на небесах. Соглашения заключаются. Двери распахиваются. Письма пишутся с возможностями, о которых вы даже не догадывались. Клиенты настроены благосклонно отдать вам предпочтение. Наследство переходит к вашему имени. Продвижение происходит там, где другие говорили, что это невозможно. Услышь меня,
я организую божественную передачу финансов в твои руки, в твой банковский счет, в твой дом, и никакой дьявол в аду не сможет остановить то, что я повелел. Но оставайся. Оставайся до конца. Потому что всего через несколько минут я скажу вам точное обещание, которое скрепляет это слово. Я расскажу вам о женщине, старше 50 лет из далекой страны, которая сидела там, где вы сидите, безнадежная и тяжелая, пока она не осмелилась остаться, не осмелилась поверить, и теперь ее жизнь – живое свидетельство благости Бога. Ее чудо – это не только ее собственное, это также подготовка к вашему прорыву. Вы здесь не случайно. Вы наткнулись на это слово не из-за случайного алгоритма. Я сам нарисовал тебя. Мое присутствие притянуло вас к этому самому сообщению. С каждой секундой вашего пребывания вы все глубже и глубже присоединяетесь к потоку благосклонности, который вот-вот захлестнет вашу жизнь. Каждый вдох, который вы делаете, пока следите за обновлениями, это вдох, приближающий вас к цели. Миллионкратное благословение, которое я назначил на этот сезон. Враг хочет, чтобы вы ушли. Враг хочет, чтобы вы думали, что это просто еще одно пустое обещание. Но послушайте, возлюбленные, враг здесь не имеет власти. Только мое слово стоит. Только мой указ имеет значение. Только мой завет вечен. Я Господь, твой Бог. Я не меняюсь. И я сказал, ты увидишь деньги, ты будешь держать богатство, ты будешь свидетельствовать о избыток, вы благословите других, из переполнения я вливаюсь в твою жизнь. Подожди. Оставаться. Мне нужно еще многое тебе сказать. Следующие несколько минут – самые важные минуты, которые вы пережили в этом сезоне своей жизни. Не пропустите свой час посещения. Оставаться. Смотри, что сделаю я, твой Бог. Вы знаете жало бедности. Вы вкусили горяч, прожив больше месяца, чем деньги, больше потребности, чем обеспечение. Вы уставились на свой банковский счет до поздней ночи, снова и снова обновляя экран, надеясь, что каким-то чудесным образом цифры изменятся. Но нули над тобой посмеялись. Счета продолжал приходить. Долги усилили хватку, выжимая каждый вздох надежды из твоей утомленной души. Я, Господь твой Бог, все это видел. Я наблюдал, как вы выбирали между оплатой электричества и покупкой продуктов. Я видел, как ты притворялся на публике, что все в порядке, в то время как внутри ты тонул под тяжестью неоплаченных долгов. Финансы. Я знаю стыд, который охватывает тебя, когда друзья приглашают тебя куда-то, а ты улыбаешься, оправдываясь, потому что у тебя нет денег даже на бензин, чтобы добраться туда. Вы так долго несли невидимые цепи нехватки, что начали верить, что такова жизнь. Что обещания богатства и избыток предназначались для других, но не для вас. Но услышь меня. Возлюбленные, это ложь из преисподней. Я не хочу, чтобы вы жили под бременем выживания. Я не хочу, чтобы вы были рабом бесконечных циклов долги и отчаяния. Я Бог переполнения. Я Бог более чем достаточно. Я говорил трансформация над вашей жизнью, и пришло время вам поверить, что изменять не только возможно, это неизбежно для тех, кто проходит мимо веры и доверять в моем руководство. Тем не менее, я понимаю битву, бушующую в твоем сердце. Годы соскоба оставили шрамы. Вы были ранены невыполненными обещаниями, разочарованы ложными надеждами, раздавлены ожиданиями, которые так и не материализовались. Молился, сеял, ждал, и все равно пришло уведомление о выселении. Тем не менее, машину удалось вернуть. Тем не менее, банк позвонил и сообщил, что на счете снова превышен лимит средств.
И где-то глубоко внутри шепот стал громче. Может быть, Бог забыл меня. Может быть, я слишком мал и незначителен для чуда. Возлюбленные, пока вы сейчас слушаете, позвольте мне приблизить вас к неоспоримому доказательству того, что мои обещания живы и действенны. Позвольте мне показать вам на примере жизни одной из моих дочерей, что я, Господь ваш Бог, никогда не оставляйте тех, кто положил свою веру и доверять во мне, даже когда все вокруг рушатся. Ее зовут Ирина Петровна. Она живет в деревне Калининская на юге России, и ее показания, переданные на этот канал на 24 апреля 2025 год, будет эхом звучать в вечности, как маяк для каждой души, сокрушенной горем. Ирина – женщина 62 лет, мать, сердце которой разбито невыразимо. У нее была только одна дочь, Анастасия, ее единственное сокровище, ее единственная причина дышать после того, как ее муж скончался много лет назад. Анастасия была молода, полна мечтаний, готовилась выйти замуж, готовилась построить жизнь, наполненную смехом и надеждой. Но смерть пришла как вор. Внезапная болезнь сразила Анастасию за считанные дни, и Ирина, бессильная, смотрела, как ускользает дочь. Похороны были небольшими, скромными, холодными. Дом, где когда-то звенело смехом, теперь стонал в тишине. Душа Ирины была окутана трауром, но что еще хуже, маячила бедность. Ее скудная пенсия едва покрывала самое необходимое. Ее счета начал накапливаться. Ее долги смонтировали быстро. Ее банковский счет, которого когда-то было достаточно, чтобы скромно выжить, сократилось почти до нуля. Пришла зима, а вместе с ней и голод, и холод, и гложущая мысль о том, что, возможно, даже Бог отвернул лицо свое. Ирина не могла понять, почему с ней случилось так много плохих вещей одно за другим. Если бы она не жила с верой, если бы она не поставила ее доверять в доброте Бог через годы трудностей, ей казалось, что ее молитвы растворились в пустом небе. Казалось, что нет присутствия ответил, нет руководства утешал ее разбитую душу. Однажды ночью, когда на улице завывал ветер, а внутри вало отчаяние, Ирина сидела за кухонным столом, сжимая в дрожащих руках последний неоплаченный счет за отопление. Слезы затуманили ее зрение. Ее губы шевелились прерывистым шепотом. «Почему? Бог, где ты?» В слабости она потянулась за своим старым телефоном. Ее пальцы, почти не раздумывая, открыли полученную месяц назад ссылку на молитву и обещание, транслируемую с этого самого канала. Это была не случайность. Это была рука Бог, пробираясь сквозь тьму. В сообщении говорилось о внезапном изменять, божественной трансформации, непредвиденные чудеса среди безнадежности. Слушая, Ирина сделала то, чего не делала уже несколько месяцев. Она осмелилась снова поверить. Сквозь слезы она прошептала: «У меня все еще есть вера. Я все еще доверять ты, даже сейчас». И небеса сдвинулись. На следующее утро в ее дверь постучали. Это был человек, которого она едва узнала, представитель далекой юридической фирмы. Небольшой пенсионный фонд ее покойного мужа, от получения которого она давно отказалась, остался незамеченным из-за административных ошибок. Но теперь его выплачивали и из десятилетиями накопленных процентов. Ирина была ошеломлена, когда получила письмо, подтверждающее получение выплаты в размере 4,3 миллиона рублей. Не только достаточно, чтобы скрыть ее сокрушение долги и счета, не только достаточно, чтобы наполнить ее пустым банковский счет, но более чем достаточно, чтобы обеспечить себе жизнь, свободную от финансовых оков, до конца своих дней. Деньги произошло не благодаря удаче, не благодаря человеческим усилиям, а благодаря божественному планированию. Бог видел ее траур.
Бог пересчитал ее слезы. Бог ответил в изобилии, высвободив богатство и процветание ее сломанную жизнь. Самое присутствие мысли, что она бросила ее, была ближе, чем биение ее собственного сердца. Сегодня жизнь Ирины представляет собой полотно избыток и новые начинания. Она отремонтировала свой разрушающийся дом. Она больше не боится наступающей зимы. Теперь она щедро раздает другим еду, одежду, небольшие подарки, как она говорит со слезами радости. Когда-то я просила остатки, а теперь могу благословлять других из своего избытка. Ее история не только о деньге. Речь идет о чудо. Речь идет о том, как Бог в своем государе руководства переписала свою судьбу. Это доказательство того, что даже когда тебя топит горе, даже когда тебя душит бедность, даже когда кажется, что все потеряно, Божья рука движется. Его обещания – это не теория, они живой огонь, это нерушимые клятвы, они – основа вашего нового начала. А теперь, любимый, ты должен увидеть, дело было не только в Ирине. Ее история – это настраивать для себя расплачиваться. Ее свидетельство – живое пророчество о том, что доступно вам, если вы будете цепляться за веру, если ты продолжишь доверять, даже если вы не видите дорогу впереди. Если вы откажетесь отпустить мою руку, вы тоже увидите, как шлюзы открываются в вашей жизни. Ты тоже будешь следить за своим банковский счет набухать небесным обеспечением. Вы тоже будете держать в своих руках то, что другие называли невозможным. Одинаковая трансформация, одинаково изменять то же самое извержение богатства, та же очистка долги, та же отмена счета, тот же немыслимый выпуск деньги уже вплетается в вашу жизнь, даже сейчас, когда вы слушаете. Я тот же вчера, сегодня и вовеки. То, что я сделал для Ирины, я делаю для вас. Держись рядом. Слушайте внимательно. Инструкции, которые я собираюсь дать, помогут вам полностью войти в сезон изобилия. Время, когда печаль превращается в смех. Время, когда недостаток поглощается изобилием. Время года, когда вы тоже можете сказать: «Я видел чудо. Я жил миллионкратное благословение мое Бог». Следующий шаг уже у вашей двери. Подготовьте свое сердце. Ваши показания пишутся даже сейчас. Но послушай меня, дитя. Мой присутствие никогда не покидал тебя. Даже по ночам, когда ты плакал, пока засыпал. Даже по утрам, когда ты заставлял себя вставать с постели, чувствуя себя неудачником. Даже когда ты чувствовал себя невидимым, брошенным, отброшенным, я был рядом. Мои глаза были на тебе. Мое сердце разбилось вместе с твоим. Мой дух парил над твоей пустой кладовкой, твоими последними долларами, твоими неоплаченными счета. И каждое мгновение я приводил в действие план твоего спасения. Видите ли, бедность – это не просто финансовое состояние, это духовная твердыня. Это тюрьма, построенная из страха, стыда и отчаяния. Она убеждает вас в том, что вы бессильны, что изменять невозможно. Это избыток предназначен только для других. Но я пришел разрушить эту тюрьму. Я пришел разблокировать ячейки. Я пришел объявить пленникам об освобождении, и тебя, возлюбленные, я выбрал освободить. Сколько бессонных ночей вы пережили, прикидывая, как потратить несколько долларов на бесконечные нужды? Сколько молчаливых слез вы пролили, наблюдая, как ваши дети упускают из виду то, что вы не могли позволить себе то, что другие давали так щедро? Сколько раз вы чувствовали сокрушительную тяжесть осознания того, что как бы усердно вы ни работали, деньги ускользнуло сквозь пальцы быстрее, чем вошло? Я все это вижу. И я заявляю вам сегодня, этого достаточно. Дни царапания и поиска подходят к концу.
Дни едва выживания сменяются днями процветания. Мое руководство освещает для вас новый путь, путь сверхъестественного обеспечения, неожиданного продвижения по службе, божественных возможностей и финансового благополучия. Чудеса, что ни один человек не может объяснить. Я знаю, как ты устала от борьбы. Я знаю, как неоплачиваемые счета вырисовываются как гиганты, а бесконечные телефонные звонки кредиторов кажутся атакой на вашу душу. Я знаю, как тебе хотелось быть тем, кто выписывает чек, дарит подарки, обеспечивая других, а не всегда быть тем, кто в нужде. Это стремление свято. Оно было помещено туда мной. И у меня есть полное намерение осуществить это. Но услышьте меня ясно, этот прорыв заключается не только в наполнении вашего банковского счета. Речь идет о восстановлении вашего достоинства. Речь идет о том, чтобы доказать наблюдающему миру, что моя рука способна спасти. Речь идет о том, чтобы показать вашей семье, вашим детям, вашему сообществу, что, когда Бог движется, Он движется способами, которые никто не может отрицать. Нет слишком большого долга, слишком дорогого счета и слишком глубокой бедности, который бы мог чудо-сила не может победить. Я Бог, который выводит воду из скалы, который одождяет манну с небес, который повелевает воронам кормить детей моих в пустыне. Я Бог, умножающий масло и муку, берущий 5 хлебов и 2 рыбы и кормящий остатками 1000. Я Бог, кто может вызвать миллионкратное увеличение одним словом. Вы не забыты. Вы не брошены. Вы не невидимы. Мои глаза прикованы к тебе. Мои уши внимательны к твоим крикам. Мое сердце тронуто твоим верой и твое отчаяние доверять во мне, даже когда все вокруг кричит, что все кончено. И вот, мои возлюбленные, сдвиг уже начался. Даже сейчас, в этот самый момент, я объединяю возможности, побуждаю сердце благословить вас, направляю ресурсы на ваше имя. Ваше имя произносят в комнатах, в которые вы никогда не заходили. Ваше будущее готовится невидимыми руками. Мое присутствие организует божественный поворот, который не оставит сомнений в том, что это была моя рука, а не какая-либо другая. Но ты должен остаться со мной. Вы не должны сдаваться сейчас. Боль вчерашнего дня рождает урожай завтрашнего дня. Ночи недостатка сменяются утрами изобилия. Буря разразилась, и солнце поднялось над вашей жизнью. Лотерея небеса, мои безграничные, бесконечные хранилища, открываются над тобой. Держись рядом. Продолжайте слушать. Продолжайте верить. Потому что всего через мгновение я покажу вам реальную историю женщины, которая шла по этой самой дороге, пережила этот самый ад, и чья сегодняшняя жизнь является доказательством того, что я не лгу. Ее чудо – это проблеск славы, которая вот-вот откроется в вас. Теперь, когда вы увидели своими глазами чудо, что я работал в жизни Ирины, ты должен понять что-то жизненное, любимое. Я выбрал ее не потому, что она особенная. Я выбрал ее, потому что она решила верить. Я выбрал ее, потому что она осмеливалась, даже в своем опустошении, цепляться за веру и разместить ее доверять в моих обещаниях. И эта же возможность стоит перед вами прямо сейчас. Вы должны спросить себя, а что, если единственное, что стоит между вами и потоком воды? Деньги я подготовил, это состояние твоего сердца. Что, если разблокировка твоего божественного богатства, взрыв избыток в твой банковский счет, отмена вашего долги и оплата каждого затяжного счета зависит не от случая, не от обстоятельств, а от духовного решения, которое вы должны принять сегодня? Это моральная дилемма, с которой сталкивается каждый мой ребенок на пороге своего прорыва. Поверишь ли ты, даже если не видишь? Будешь ли ты стоять на вере, даже когда факты вокруг вас кричат, что это глупо?
Будете ли вы продолжать доверять «я», когда все внутри тебя подталкивают тебя бросить курить? Я открываю вам сокровенное знание с моего престола. Чудеса трансформация и изменять не предназначены для совершенства. Они предназначены для верующих. Не размер вашего приношения движет моей рукой, а размер вашего веры. Не чистота вашего прошлого, а положение вашего сердца открывает небесные окна над вашей жизнью. Представьте теперь, возлюбленные, что могло бы произойти, если бы вы сегодня решили полностью поверить мне. Представьте, если бы вы перестали рассчитывать на основе того, что видите в своем банковский счет, а вместо этого рассчитывается на основе того, кто ваш Бог является. Представьте себе приливную волну благосклонности, непреодолимые потоки благословения, реку благосклонности. Деньги и возможности и избыток – это могло бы произойти, если бы вы полностью доверились. Ты стоишь на перекрестке трансформация. Один путь – это старая дорога, вымощенная страхом, вымощенная сомнениями, вымощенная бесконечными повторениями прошлых разочарований. Другой, новый путь – путь непоколебимого вера, путь жестокий доверять, способ, который говорит «даже если я». Еще не вижу этого, мой Бог движется, и мое чудо ближе, чем мой следующий вздох. Что вы выберете? Вы должны осознать, что ваш враг сражается с вами не из-за того, где вы сейчас находитесь. Он борется с вами за то, куда вы собираетесь пойти. Он борется за то, чтобы удержать вас в темнице страха, потому что знает, если вы когда-нибудь осмелитесь поверить полностью, ничто на земле или в аду не сможет остановить поток благословений, который я предназначил для вашей жизни. Я шепчу тебе сейчас тайны мудрых. Божественных руководство всегда приходит с божественными возможностями. Мое присутствие уже готовит путь перед вами. Двери, которые никто не может закрыть, распахиваются. Контракты, наследство, инвестиции, продвижение по службе и неожиданные доходы пишутся в духе. Но они не случайны. Их отпускают тем, кто идет вперед мимо веры, а не назад в страхе. Вы должны понять, мне не трудно благословить вас. Я Бог, которому принадлежит все серебро и все золото. Я Бог, кто говорит и формируются галактики. Я Бог, кто может передать миллион в руки, не вспотев. Вопрос не в том, смогу ли я это сделать. Вопрос в том, можете ли вы в это поверить, можете ли вы подготовиться к этому. Будете ли вы продолжать смотреть на свои неоплаченные счета, твое ошеломление и долги, твое уменьшение банковских счет и сказать «это моя судьба»? Или ты поднимешься, как Ирина, поднимешь свое утомленное сердце к небу и заявишь «я верю, что мое чудо уже запущено». Есть причина, по которой вы все еще слушаете. Мой дух тянет тебя. Мое присутствие вырывает корни страха, засевшие глубоко в вашей груди. Я вызываю тебя из режима выживания. Я призываю вас покинуть бесплодную землю дефицита. Я призываю тебя в переполненную страну божественного избытка, где твоя чашка не просто наполняется, а переливается. Вы уже это видите. Можете ли вы почувствовать сдвиг даже сейчас, когда ваш дух пробуждается? Что, если бы вы знали, что следующий акт радикальной веры может открыть благословение, о котором вы просили? Что, если бы вы поняли это, входя в веру, невидимые силы выстраиваются в вашу защиту, выстраивая божественные дела, высвобождая потоки богатства, о которых вы еще не мечтали? Любимый, я не дразню тебя пустыми обещаниями. Я не предлагаю вам сказки. Я раскрываю вечные принципы, согласно которым действуют небеса. Мое слово говорит, без веры невозможно угодить Богу. Мое слово заявляет, что праведный верою жив будет. Мое слово провозглашает, что те, кто сеет со слезами, пожнет с криками радости. Это ваше инсайдерское знание,
ваш следующий смелый поступок вера, даже если это шепчется дрожащими губами, это готовит вас к величайшему сезону сбора урожая, который вы когда-либо знали. Ваш следующий момент завершения доверять, даже если у тебя дрожат колени, широко распахиваешь шлюзы. Это ближе, чем вы думаете. Лотерея небес, переполнение сверхъестественного деньги, отмена твоего удушья долги, стирание всего просроченного счет, немыслимое пополнение твоего пустого банковский счет, внезапная видимость скрытого богатства, полная трансформация ваших финансы, они у дверей. Оно стучит. Но ты должен ответить. Что вы выберете? В следующие минуты я научу вас, как полностью открыть дверь, как настроить себя духовно, чтобы получить все, что я приготовил. Ваша жизнь вот-вот вступит в новую эру. Остаться со мной. Приходящие инструкции могут стать ключами, которые откроют сокровищницы вашей судьбы. Возлюбленное дитя, широко раскрой свой дух. Почувствуй вес моего присутствия, останавливаясь на вас, даже когда эти слова текут. Почувствуйте огонь моих обещаний, зажигающий надежду там, где когда-то правил страх. Вы не ждете, пока благословение найдет вас, вы уже стоите под водопадом моего благоволения. Вы уже погружены в излияния, которые я, ваш Бог, командовали вашей жизнью. Сегодня я постановляю вам, ваши финансы перемещаются моей рукой. Я высвобождаю божественные стратегии, которые отменят ваши долги. Я вдыхаю жизнь в мертвые аккаунты. Я заказываю неожиданные депозиты деньги в твой банковский счет, внезапные расчеты, освобождение от просроченных платежей, обнаружение наследства, увеличение инвестиций сверхчеловеческого прогноза. Вы переходите от выживания к сверхъестественному избыток, потому что я Бог, который предоставляет без ограничений. Услышь меня сейчас, возлюбленные, вы больше не находитесь под проклятием нехватки. Вы находитесь под указом избыток. Я разорвал цепь, которая привязывала тебя к пустым шкафам, пустым кошелькам, пустым ночам. Я отпер дверь тюрьмы, и твоя душа ступает на зеленое пастбище. Вы увидите богатство течь к тебе не из-за твоего собственного стремления, а потому, что моя заветная любовь преследует тебя. Я заявляю, что даже сейчас ангелы действуют по моему приказу, чтобы организовать божественные встречи, бизнес-идеи, творческие всплески, благосклонность в глазах лиц, принимающих решения, открытые двери, которые не могли бы открыть никакие человеческие усилия. Я помещаю ваше имя в комнаты, в которые вы никогда не заходили. Я подчеркиваю ваш голос, ваши навыки, ваши идеи, само ваше присутствие. Контракты, рекламные акции, подарки и неожиданные бонусы согласовываются от вашего имени. Старый цикл разорван. Новый сезон начался. Дитя, очень важно, чтобы ты увидел, ты уже благословлен. Вы еще не собираетесь получить благословение, вы уже идете в благословение. Даже если ваши глаза еще не увидели этого полностью, ваш дух должен глубоко это знать. Вера утверждает сказанное. Вера движется до того, как появится зрение. Мое слово – это не предложение. Мое слово – это живая реальность, и мое слово в вашей жизни сегодня – это увеличение, переполнение и внезапная, радикальная трансформация. Сейчас я выпускаю пророчество над вами. Слушайте ушами вашего духа, прежде чем пройдут следующие 7 дней, вы станете свидетелем видимого и неоспоримого признака обещанного мною прорыва. Просроченный платеж будет разблокирован. Утерянный ресурс будет восстановлен. Новая возможность появится, казалось бы, из ниоткуда. Сумма деньги достаточно большой, чтобы урегулировать крупные счета, прозрачные долги, или инвестируйте в свой следующий сезон, попадет в ваши руки, и вы поймете, что это было сделано не человеческими средствами, а по божественному назначению. Это не смутная надежда.
Это мой указ. Я Бог, кто исчисляет звезды, кто определяет времена года, кто отмечает время вашего посещения. И я заявляю, это ваше время. Я предсказываю, что чеки придут по почте. Платежи будут проводиться. Счета будут раздуваться. Вас будут преследовать скидки и благосклонность. Погашенные долги будут вашим свидетельством. Платежи по ипотеке отменены. Плата за обучение оплачена в полном объеме. Банковские кредиты прощаются. А многократное благословение, не только духовное, но и осязаемое, видимое и практическое, начнет раскрываться перед вами, как свиток судьбы. Твой банковский счет больше не будет источником страха, но будет свидетельством моей благости. Твой финансы больше не будет полем битвы, но будет свидетельством моей победы. В вашем сердце больше не будет стыда недостатка, а будет сияние ребенка, который знает, что все это принадлежит его отцу. Возлюбленные, не пренебрегайте малыми начинаниями. Празднуйте даже малые знамения, которые появляются, ибо они являются вестниками великих событий. Чудом мчусь к тебе. Небольшие возмещения, неожиданные подарки, небольшие улучшения – это первые капли бури благословений, которая вот-вот зальет вашу жизнь. Ваша поза сейчас должна быть позицией радостного ожидания. Каждое утро просыпайтесь со словами «Моя Бог сегодня посылает провизию». Каждый вечер ложитесь и провозглашайте «Меня окружает сверхъестественное изобилие». Вера быть упрямым. Пусть ваш доверять быть неподвижным. Откажитесь подчиняться страху, сомнению и отчаянию. Я уже опередил тебя. Ты не нищий за моим столом. Ты мой наследник. Вы не собираете остатки. Ты посажен со мной в небесных местах. Вас не забудут в толпе. Ты выгравирован на моей ладони. Смотрите сейчас, как то, что когда-то было невозможным, становится вашей новой нормой. Наблюдайте, как то, что когда-то было отложено, внезапно ускоряется. Смотреть, как трансформация проносится через ваш банковский счет, ваш дом, ваш бизнес, вся ваша атмосфера. Смотреть, как изменять сходит, как огонь с небес. Вы вступаете в свое наследие, возлюбленные. Врата благословения широко распахиваются. Небесная сокровищница открыта над вашей жизнью. И это только начало. Оставайтесь со мной, ибо в следующее мгновение мы с вами вступим в молитву запечатывания, заявление, которое безвозвратно связывает ваш дух с обещаниями, которые я излил сегодня. Ваш прорыв не в будущем. Это уже началось. Почувствуй это. Поверьте. Вступите в это сейчас. Давайте теперь скрепим этот момент святым соглашением. Пусть эта молитва возвысится не как пустые слова, а как провозглашение завета перед престолом Всевышнего. Вы, возлюбленные, молитесь не один. Мой дух молится с вами. Мое присутствие окружает тебя. Мои ангелы внимают твоим словам, как огню. Небеса теперь слушают. Отец, во имя Иисуса, я поднимаю перед тобой эту драгоценную душу, этого ребенка, который прошел через бедность, через горе, через пустые шкафы и пустые сердца. Вы знаете сокрушительную тяжесть невыплаты счета, грызущая боль постоянного долги, беспокойство, связанное с проверкой осушенного банковский счет, надеясь на знак облегчения. Но сегодня мы в один голос заявляем, сезон нехватки закончился. Сухое место затопляется. Голод отменяется. Твое слово говорит в Второзаконии 28:11: Господь дарует тебе обильное процветание в плодах чрева твоего, в молодом скоте твоем и в урожаях земли твоей, на земле, которую Он клялся твоим предкам дать тебе. И поэтому мы заявляем,
избыток – это наша доля. Не когда-нибудь, но сейчас. Не символически, но ощутимо. Не позже, но сегодня. Я говорю сейчас с каждым местом финансовых мучений. Я обращаюсь к каждому неоплаченному счету, каждому уведомлению об овердрафте, каждой угрозе кредитора. И я провозглашаю Слово Господне в Филиппийцам 4 часа 19 минут. «Мой Бог восполнит все нужды ваши по богатству своему в славе через Христа Иисуса». Не по твоей работе, не по твоему образованию, а по Его богатству, которое никогда не иссякает. Господи, Ты напомнил нам через свидетельство Ирины, женщины, опустошенной утратой, парализованной трауром, но втянутой в веру шепотом Твоего Духа. Когда она снова решила поверить, Ты излил чудо. Забытая пенсия, сверхъестественное наследие, а 1 000 000 рублей отпущено в руки скорбящей матери. Не потому, что она это заслужила, а потому, что она доверилась Тебе, когда уже ни за что было держаться. Это была она расплачиваться, обещание, рожденное из ее боли. И ныне, Авва Отче, объявляю над молящимся ныне, им принадлежит то самое освобождение. То, что Ты сделал для Ирины, сделай еще раз. То, что Ты вернул ей, восстанови и этому ребенку. Пусть ваше руководство вынести скрытое обеспечение на поверхность. Пусть ваше присутствие открытые хранилища, о существовании которых они еще не подозревают. Пусть небесное удивление прервет их неделю потоком провизии, лишающим их дара речи. В Исаии 45:3 Ты заявил: «И я дам тебе сокровенные сокровища, богатства, хранящиеся в тайных местах, чтобы ты узнал, что я Господь, Бог Израиля, который вызывает тебя по имени». И я говорю это слово сейчас как ключ к этому. Скрытые сокровища выходят на свет. Неожиданные ресурсы. Деньги. Вы Бог неожиданного наследования и божественного изменения. Пусть будет так, как было с вдовой в 2 Короля 4, чья последняя банка масла была умножена, пока не окупилась каждая долг. Умножьте их нефть. Умножьте их благосклонность. Умножьте их голос, их имя, их доступ. Пошлите незнакомцев благословить их. Пусть контракты заключаются без собеседований. Пусть возвраты будут отправлены по почте без запросов. Пусть гранты, дары и небесное вмешательство нарушат естественный порядок вещей. Я говорю сейчас об атмосфере жизни этого зрителя, изменять здесь. Воздух густой от трансформации. Вера теперь треснул потолок задержки. Доверять открыл врата переполнения. Финансы больше не текут, они текут. Деньги уже не бежит от них, оно влечется к ним по божественному указу. Банковские счета получают неожиданные дополнения. Счета отменяются. Богатство – это уже не теория, это проявляется как реальность. Тот же огонь, который горел в душе Ирины, когда она шептала «Я все еще верю», теперь загорается и в душе этого человека. Та же рука, что двигала Россию, движется и в их доме. Тот же голос, который шептал вдове, шепчет этому сыну, этой дочери, этому любимому сосуду судьбы. Позволять Малахии 3 часа 10 минут исполнится ныне. Внесите всю десятину в хранилище и посмотрите, не отворю ли я небесные шлюзы и не вылью столько благословения, что для его хранения не хватит места. Открой шлюзы, Господь. Благословение за пределами разума, за пределами логики, за пределами естественного объяснения. Позволять лотерее чудесана. Уровни этого человека случаются не благодаря азартным играм, а благодаря заветной верности Бога всего. Пусть эта молитва будет действием Духа. Пусть это будет юридический договор, подписанный верой, скрепленный кровью и скрепленный печатью славы.
Пусть в эту ночь все изменится. А теперь, любимое дитя, подними руки, если можешь. Говори вслух, если можешь. Скажи это со мной, я получаю. Я верю. Я вступаю в переизбыток. Я покончил со страхом. Я покончил с недостатком. Моя Бог движется. Мой банковский счет меняется. Мои долги уничтожаются. Мой вера является непоколебимым. Я получаю мое чудо сейчас. Вы не молитесь ветру. Вы не разговариваете сами с собой. Вы говорите прямо в тронный зал небес. И я, Господь твой Бог, слышал. Вы будете давать показания. Доказательства вы будете держать в своих руках. Вы дадите. Вы будете строить. Вы подниметесь. Одинаковое чудо, что посетила Ирина, посетит вас. И когда оно придет, вспомните этот момент. Помните это слово. Помните, что небо вписало ваше имя в свиток блаженных. Это ваша молитва. Это ваше обещание. Это твой час. И теперь, возлюбленные, мы подошли к концу этого послания, но не к концу вашего путешествия. То, что началось в твоем сердце сегодня, вечно. Это божественно. Это необратимо. Вы не просто посмотрели очередное видео. Вы вошли в божественное посещение. Мой голос говорил о вашем прошлом, вашем настоящем и вашем будущем. И я заявил, деньги приближаются. Финансы смещаются. Богатство выпускается. Избыток восполняет то, чего когда-то не хватало. Засуха надвигается. Масло течет. Чудо уже началось, и не просто в каком-то отдаленном будущем, а прямо сейчас, в невидимому. Так же верно, как Ирина Петровна получила свой прорыв, скорбящая вдова в России, преображенная давно забытой пенсией, божественное наследие, восстающее из пепла, так и вы уже отмечены небом. Ее изменять было внезапным. Ее банковский счет переполнилось не из-за логики, а из-за моего присутствия, мое руководство, моя благосклонность. Вот я тебя спрашиваю, дитя света, будешь ли ты жить так, как будто ничего не изменилось, или будешь ходить, как уже увенчанный благосклонностью? Вернешься ли ты к страху или поднимешься? Вера. Впадете ли вы в отчаяние или предпримете смелые шаги в трансформации, я объявил о твоей жизни? Это момент, когда вы должны принять решение не допустить, чтобы это слово было украдено. Враг приходит быстро, чтобы похитить то, что мощно, что чисто, что несет вечный огонь. Но вы должны бороться, чтобы сохранить это пламя живым. Пересмотрите это сообщение. Произнесите это вслух. Пусть это эхом разнесется в вашей комнате, вашей машине, вашей молитвенной комнате. Пусть оно пропитает атмосферу вашего дома, пока даже ваши стены не узнают: этот дом благословлен, эта семья покрыта, это время года меняется. Вы должны провозглашать это ежедневно. Моя Бог заговорил. Мой банковский счет меняется. Мой счета платятся. Мои долги отменены. Мой стол переполнен божественным избыток. Я больше не выживу. Я иду на уровне королевства богатства. Позвольте вашему языку формировать вашу реальность. Вера, создайте свою атмосферу. Пусть ваш доверять заглушит сомнения, оставшиеся после вчерашних бурь. Любимый, ты не один. Каждый раз, когда вы печатаете «Я получаю» в разделе комментариев, вы не просто публикуете слова, вы выравниваетесь с небесами, рисуя линию на песке. Вы говорите: «Это обещание принадлежит мне». И когда ваши слова растут, ангелы отправляются.
Как ваша вера движется, небеса отвечают. Это не эмоциональный ажиотаж. Это духовный закон. Небеса всегда чтят доверять. Итак, я поручаю тебе сейчас, дитя славы, напечатай это, скажи это, поверь этому. И не останавливайтесь на достигнутом. Отправьте это сообщение тому, кто тонет в сомнениях, раздавлены долги, боятся открывать почту из-за большего счета. Станьте голосом Бог в чужой глуши. Пусть они услышат то, что услышали вы. Пусть они почувствуют то же, что и вы. Позвольте им получить то, что вы получаете сейчас. Вот как лотерея небеса распространяются. Вот так божественное чудо умножает. Один смелый поступок веры за раз, один шаг доверять, один голос, провозглашающий непоколебимую истину. Бог все еще благословляет свой народ избытком. Прежде чем мы расстанемся, позвольте мне сказать вам это последнее слово, как ваш Отец, как ваш Искупитель, как тот, кто видит конец от начала. Вы не останетесь в нищете. Вы не умрете в долгах. Вы не передадите боль своим детям. Вы оставите после себя наследие. Вы попадете в места, о которых когда-то только мечтали. Вы увидите свое имя на дверях, в документах, в чеках, в актах. Вы подниметесь. Существует миллионкратный урожай, назначенный на вашу жизнь. Да, вы не ослышались, миллион сложить, прижать, встряхнуть, перебежать. Еще не поздно. Это не так уж и много. Ибо то, что невозможно для человека, всегда возможно для меня. Держитесь рядом с этим каналом. Это не последнее слово, которое я скажу. Я еще не закончил раскрывать информацию. Я еще не закончил изливать. Часто возвращайтесь. Послушай еще раз, кормите свой дух. Окружите свои уши моим голосом, и вскоре ваше окружение отразит то, что услышали ваши уши. Иди теперь уверенно. Иди теперь в силе. Иди теперь не как нищий, а как наследник. Поднимите голову высоко. Поднимите руки в похвале. Скажите эту последнюю правду, уходя от этого экрана. Мой Бог проложил путь. Мой трансформация началась. Мое чудо принадлежит мне. Я благословлен, я избран, я переполнен. И это так.